Всех волнует вопрос такой, где начать торговать. Wildberries сейчас, просто он раскален до такой степени. Они понимают, что у них нет денег на продвижение, потому что ниша очень конкурентная. Если бы на Озоне было такое же количество селлеров, как на Wildberries, скорее всего, их годовой оборот был бы больше, чем на ВБ. Ребят, всем привет! Из офиса из 90-х. Посмотрите, какое у меня крутое кожаное кресло. В этом выпуске я расскажу, какой маркетплейс лучше, какой выбрать маркетплейс Wildberries, Озон или Яндекс.Маркет. И поехали! Вы на канале Макс Молодец, на котором я рассказываю о том, как же зарабатывать деньги на маркетплейсах. Всех волнует вопрос такой, где начать торговать. Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет, есть еще Алиэкспресс, Сбермегамаркет, Казань-Экспресс, их огромное множество. Система работы примерно у всех одинаковые, разный потенциал, но есть одно такое но, то что Wildberries имеет жесткий хайп вообще. И куда ни плюнь, все блогеры рассказывают о том, как там зарабатывать деньги, как зарабатывать там миллион, два или три. Этот миф мы уже развеяли немного. Если у вас ограниченный капитал, то это невозможно. Что же можно рассказать вообще? Wildberries – компания, которая существует еще с 2000-х годов. И пришли они к тому, чтобы стать маркетплейсом первыми. И какое у них было отличие, когда началась пандемия, было легкое, очень легкий был порог входа туда. Там не надо было использовать электронный документооборот, цифровую подпись. Туда просто можно было отгружать товары, их легко принимали, и они там легко и хорошо очень продавались. Если сравнить это с Озоном, то вот эти ограничения СДО, ЦП, сложной приемкой, поставкой, далеко склады, там Харугвина, Тверь, просто от центра Москвы 150 километров ехать. Это как бы дало блок даже нам, когда мы начинали с ними работать. За время пандемии, помимо того, что Wildberries набрал обороты, он получил еще огромное количество блогеров и поддержки с их стороны, которые начали рассказывать, как там зарабатывать, все конференции на эту тему, все вообще собрания на эту тему, все вообще на эту тему. Но я хочу немного рассказать про другие маркетплейсы, про Озон и Яндекс.Маркет, потому что Wildberries сейчас, просто он раскален до такой степени, что страшно становится. И люди часто не понимают, они заходят туда, нагружают их склады товарами, и у них ничего не продается. Они понимают, что у них нет денег на продвижение, потому что ниша очень конкурентная. Понимают, что они ничего не могут поделать с этим и не могут деньги оттуда свои достать и распродать свой товар даже в минус. Я могу сказать так, что у нас в нашей компании, в экосистеме очень много поставщиков, больше 700 селлеров уже. И люди бывают разные. То есть я с очень многими знакомы, там с некоторыми переписываемся, я собираю обратную связь, и люди говорят, что я говорю, что у вас, как дела? У нас нормально, мы продали очень быстро все. Очень много таких историй. Честно, они звучат наигранно, но такое до сих пор происходит, что люди продают очень быстро свои поставки. Но есть ситуации, когда говорят, мы загрузили, вообще ничего не происходит. Вообще ничего не происходит. Часто люди пишут, что мы распродаем остатки, все плохо у нас, а некоторые, наоборот, радуются и говорят, что мы растем, у нас все хорошо. Но если рассмотреть другие маркетплейсы, да, то есть можете посмотреть на Озон, Яндекс.Маркет, что там у нас попроще. Да, там конкуренции нет такой. То есть на Wildberries по статистике, по-моему, Data Insight агентство, 240 поставщиков на какой-то там недавний промежуток времени, сейчас у нас декабрь 2021 года. На Озон это число просто в 3 раза меньше, Яндекс.Маркет еще меньше. Что это означает? Это не означает, что у них меньше продаж. Это означает то, что там у них дефицит селлеров. Да? И наша компания как раз помогает этим маркетплейсам сделать так, чтобы мы вас вывели туда, довели до первых 10 продаж и сопровождали потом еще на протяжении 10 месяцев абсолютно бесплатно. Они нам платят за это деньги, а мы вам помогаем добиваться каких-то успехов, таких ощутимых результатов, чтобы вы там закрепились. Это их цель. В чем вообще причина того, что на Озоне меньше продаж и меньше селлеров? И у Яндекс.Маркета такая же история. Во-первых, я сказал, что хайп, который они не поймали. Второе, это у них нету проблем с бюджетами на рекламу, ни у кого. Но у них есть проблема с селлерами. Им надо постоянно соблюдать баланс, чтобы количество посетителей, которые заходят, и количество предлагаемого товара, оно соответствовало. То есть, если придет много посетителей на сайт, а там нечего будет купить, будет мало селлеров, посетители уйдут и больше не вернутся. И наоборот, когда будет много селлеров и мало посетителей, такая же будет история. Селлеры уйдут и не вернутся. И им надо балансировать и постепенно расти, увеличивая свой годовой оборот. И я уже говорил о том, что если бы на Озоне было такое же количество селлеров, как на Wildberries, скорее всего, их годовой оборот был бы больше, чем на ВБ. Но это мое мнение личное, в которое я очень сильно верю. Ситуация такая, то, что выходя на Озон, у вас случается меньше конкуренции, потому что Озон постоянно с ростом селлеров докидывает новую аудиторию, которая может купить ваш товар.
Это первое. Второе. Аудитория Озон самая вообще привлекательная для любого маркетолога, потому что она, платежеспособная, у нее возраст самый такой покупательский, так скажем, и людей, которые умеют пользоваться интернетом. И средний чек там на площадке тоже повыше. Плюс Озон еще заключается в том, что там у них все сделано более стабильно, нету таких через одно место всяких отчетов и так далее. То есть все структурировано, все классно работает как часы. Если же взять Яндекс.Маркет, то очень сильно недооценен, потому что это гигантская корпорация. В Яндекс.Маркета есть очень много плейсментов, которые могут рекламировать ваши товары. То есть это Яндекс.Карты, Яндекс.Еда, Яндекс.Такси, Яндекс.Драйв, что там вот все со словом Яндекс, Яндекс.Директ, Яндекс.Поисковый сервис. Все это может рекламировать товары, и они это и так делают. То есть любой товарный запрос, который вы забиваете в поисковой строке Яндекс, вы, наверное, замечали, что первым, что выдается, это выдается именно реклама Яндекс.Маркета, которая для них условно там бесплатная, да. И у них административный ресурс просто в разы больше, чем и у Озон, и у Wildberries вместе взятых. И штат и так далее тоже как бы компания просто более крупная. Надо понимать, что посмотрите, например, Яндекс.Такси. Где они открывались, просто всех конкурентов они все время убивали. Такая же история будет с маркетплейсами. Посмотрите на Сбер Мегамаркет, который вообще в зачаточном состоянии. У Сбера очень много денег, больше, чем у всех остальных просто. И я уверен, что тоже они скоро такие вообще обороты разовьют, что всем страшно станет. Поэтому успевайте выходить сейчас, хотя бы на Озон, на Яндекс.Маркет. Если вы хотите торговать на Wildberries, торгуйте там по системе ФБС. В этом, как я уже говорил, миллиард раз мы можем помочь вам через наш fulfillment. Ребята, всем желаю хороших продаж и увидимся. Пишите комментарии, на них я отвечаю лично. Подписывайтесь на Инстаграм, ставьте колокольчики, все, что там нужно сделать. Пока-пока.